Друзья, всем привет! Автомобиль Lexus LX 570 2008 года. До рестайл. Езжу я уже на нем 2,5 года. Какая проблема? Проблема с мультирулем. После того, как я приобрел этот автомобиль, у меня, в принципе, вот эта сторона вся работала, да, увеличение громкости, уменьшение громкости мультимедиа, переключение там дорожек или выбор дорожек, что-то такое. Не работала вот эта кнопка, это кнопка включения и переключения вот внутреннего дисплея. Вообще не работал. И не работал у меня круиз-контроль. И сейчас он не работает, в принципе, да. Все. Как я уже сказал, прошло уже 2,5 года. И примерно где-то месяца 3-4 назад начал глючить у меня громкость мультимедиа. То есть, когда я нажимаю уменьшить, чтобы громкость, да, минус нажимаю, у меня громкость наоборот увеличивалась. Соответственно, когда нажимал плюсик, громкость уменьшалась. Вот. Ну, как я сказал, вот этот дисплей вообще не работал, круиз-контроль, да. Потом постепенно перестала вообще переключаться громкость, да, уменьшение, увеличение громкости мультимедиа. Вот. Потом перестали работать вот эти кнопочки, соответственно, ну и все остальное. Сигнал есть. Вот. Сегодня я хочу разобрать, снять шлейф и посмотреть, что с ним там произошло. Ну, я думаю, что причина в подрулевом шлейфе. Вот. Будем разбираться, смотреть. Возможно, может быть, и отремонтируем. Итак, подробнее сейчас покажу, что нужно снять. В принципе, тут ничего такого сложного нет. Что открутить и как снять этот шлейф. Так, для начала выставляем ровно руль. Да, вот смотрите, вот у меня по центру выставили руль. Затем нажимаем кнопочку. Один раз нажали. Вот режим, по-моему, называется аксессуар, что ли, или что-то типа такого. Вот. В этом положении кнопки нужно выйти и отключить минусовую клемму аккумулятора. Это для того, чтобы потом у нас не выскочила ошибка аэрбэга. После того, как отключили аккумулятор, минусовую клемму аккумулятора, нужно будет снять вот эти вот крышечки. Вот с двух сторон руля. С этой стороны находится и здесь вот, смотрите. Так, вот эти вот крышечки снимаем, аккуратно отверточкой или чем-то таким поддеваем, аккуратно, чтобы не поцарапать. Крышечки сняли, вот эта крышка слева, с правой стороны, эта крышка слева. Теперь берем вот такой ключик и откручиваем два болта. Там же, где были крышечки, под ними находится, вот смотрите, под, я не знаю, какой-то размер. В общем, найдете, подберете, не суть, важно. Так, вот вставляем и откручиваем. Болты освободили, теперь аккуратно вот так вот тут раз отводим нашу подушку, airbag. И вот здесь мы видим одна-две фишечки, и вот эта третья. Нужно аккуратно отсоединить их. Это делается вот так вот. Отводим вверх. 1, 2. Так, аккуратно отстегиваем эти фишечки. И нужно отсоединить еще. Вот это одной рукой неудобно снимать и показывать. Таким образом, все. У нас аэрбэк отсоединенный. Теперь у нас здесь открывается доступ. Вот эти вот две фишечки тоже отключаем. Все, что у нас, все это ничего. Вот смотрите, вот это у нас шлейф вот под рулем находится. Видите, вот от него идут два провода. Теперь что нужно сделать? Нужно вот эту гаечку головкой на 19, по-моему, гаечку освободить, чуть-чуть открутить не до конца и расшевелить руль, освободить руль. Так, руль освобожден. Теперь можно гайку полностью открутить. И аккуратно вытаскиваем все. Далее нужно открутить вот эти три винта. Вот 1, 2 и вот здесь вот третий винт. 3 винта сняли. Теперь аккуратно
освобождаем из защелок. Верхние и нижние, они вот отдельно идут. Смотрите как. Так, нижний тоже освободили, вытащили. А верхний он просто вот так вот, до конца его не надо убирать. Здесь он вот стоит. Так, видно, не видно. Небольшой направляшки в пазле. Вот так вот его чуть-чуть освободили и все. До конца не нужно убирать, потому что там он закреплен на защелках тоже небольших. В общем, так пусть остается. Так, нам открылся доступ к шлейфу. Шлейф, улитка, как ее называют еще. Теперь нужно отсоединить вот эти две фишечки. Здесь зажимаем. Оп. И оп. Все, отвели в сторонку. Теперь нужно аккуратно снять шлейф. Здесь он крепится у нас на 3 вот таких зажимах. Смотрите, вот этот зажим отводим вниз. Справа точно такой же. И 3-й у нас находится сверху. Вот. Одной рукой. Вот так вот, смотрите. Раз. Отжался. Теперь с этой стороны. Раз, отжался. И сверху. Все, смотрите, одной рукой даже я его освободил. А тут фишка еще одна. Вот смотрите, вот эту фишку нужно будет тоже соединить. Беленькую. В принципе, шлейф можно снять. И итак, шлейф у нас в руках. Вот. Открывается вот такой обзор подрулевого пространства, так сказать. Все, несем шлейф на операционный стол, будем дальше разбирать, смотреть. Для начала снимаем вот эту внутренние защелки, отцепляем их и потом снимаем вот эту вот крышечку. Внутри нам станет доступна лента. Так, нужно отжать вот эти 4 зажима, одновременно давя на вот это вот колечко. То есть его нужно отпустить. Так вот, таким вот макаром. Раз, 2, 3 и последний 4. Так, открываем. Вот она, наша лента. Чуть-чуть освобождаем. Вообще рекомендую, если вы первый раз разбираете, не знаете, как что, где находится, лучше фиксировать. То есть вот чуть-чуть открыли, сфотографировали, запомнить, чтобы где находится, как, куда заправлена эта лента. Раз-раз пофотографировали на телефончик, чтобы при сборке потом не париться, не мучиться. Вот, и запоминаем. Лента заправлена, да? Видите, она вот здесь вот этот механизм. Канавки все разные. То есть вот где большая канавка, одна лента заправлена за ролик, а вторая вот в свободной такой широкой канавочке находится. Все запомнили. И здесь накручено. Так, теперь нужно, чтобы достать нам ленту всю, нужно освободить вот это кольцо. Так, чтобы снять это колечко, нужно вот эти все зажимы отжать. Сколько их вот здесь вот находится, да? То есть по кругу, и вот это вот все кольцо вылезет у нас. Так, вот так вот берем таким макаром. Раз, 2, 3. Где у нас? Опа-на, 4, 5. Здесь у нас
шестой. И где-то, опа, все, вытаскиваем наше колечко, золотое колечко. Аккуратно, аккуратненько, да? Можно вот так вот размотать, чтобы снять напряжение с ленты. Так, что мы имеем? Здесь в соединении, в загибе. Вообще я хочу прозвонить, но предварительно визуально нужно просмотреть. Возможно, где-то и что-то увидим. Вот так, смотрите, идем по ленте, да? Если она двойная лента идет, это вот что такое? Какая-то грязь. Жирные эти. Да, я вот уже вижу предварительно. Оп. Все, мы нашли. Так, вот он излом. Смотрите. 1, 2, 3, 4 дорожки, да? 1, 2, 3, 4 дорожки. И вот это уже наметилось. Вот прям видно. Залом видно. Так, ну вот здесь, значит, то контачит, то не контачит. Круиз-контроль, видать, крайний, он совсем уже оборван. Итак, значит, что делаем? С одной стороны, хорошо. Вот эти концы не будем вытаскивать, да? В общем, все оставим так, как есть на месте, только сделаем ремонт в месте обрыва. Как раз где-то середину ленты получается. Я, наверное, что сделаю? Полностью обрежу, концы зачищу и спаяю вместе. Ну, то есть, вот, восстановим соединение. Потом чем? Ну, специальной пленки у меня нет. Может быть, скотчем просто замотаем. Посмотрим. Во всяком случае, это такой как бы временный ремонт. Вот, эксперимент. На самом деле, это может быть лучше и купить новый. Но мы не ищем легких путей, как говорится. Итак, приступим. Так, ленту я вот разрезал. Прям ножницами раз, не боясь, разрезал. Вот эту часть скотчем закрепил к досточке. И смотрите теперь, что я делаю. Просто-напросто беру канцелярским ножом и зачищаю аккуратно каждую дорожку. Кусочек. Таким макаром берем и чистим. То есть оба конца нам нужно будет зачистить. Эту часть и вторую часть, для того, чтобы потом их спаять. Так вот просто аккуратненько, сильно не давя, добираемся до медной дорожки. Итак, вот что получилось. Спаял. Вроде нормально. Прозвонил. Все звонится, ничего не замыкает. Теперь нужно придумать сюда вот что-то вот, как-то вот это все, то ли скотч наклеить, то ли что. Вообще есть специальная пленка, но у меня ее нет. Подумаю. Ну, может быть, просто пока на время скотчем. Скотч приклею с обоих сторон, тонкий слой. Вот. А потом пленочку найду, опять разберу и сделаю. Так, дорожки спаял, обезжирил спиртом и временно пока склеил изолентой такой хороший, качественный. Заказал с Алиэкспресса, там специальная пленочка есть. Вот ее заказал. Посмотрим, насколько хватит вот этого соединения. И вообще будет ли это все работать. Ну, вроде все прозванивается, нигде не замыкает. Тестером вот прозвонил. Сигнал идет, обрыва нет. Все, будем собирать. Так, собираем в обратной последовательности, да? Вот эту вот заводим фишку обратно.
И вот здесь вот есть паз, чтобы в этот паз у нас вошли контакты. Вот смотрите, как это вставляется вот таким образом. Контакты завели. Аккуратненько все вставили. Так. Все, да? Все на месте. Теперь дальше. Что делаем дальше? Так, чуть-чуть скручу, соберу, чтобы провода, лента, вернее. Так, вот таким образом она у нас будет заправляться. Будет заправляться сюда, да? Примерно вот так собрали. Так, я вот вставил ленту. Так вот заправил, да? Теперь смотрите. Вот мы берем вот эту планку с роликами, и вот так вот она должна встать. То есть, вот таким образом. То есть, вот этот ролик, вот с вот этим, с большой прорезью, да, с вот этим большим пространством, вот эта вот лента должна заправиться вот в этот ролик. То есть, вот сюда. Вот еще раз смотрите. Вот эта лента заправляется в этот ролик, а вторая лента, она вот здесь вот проходит. То есть одна лента за ролик заправляется, а вторая вот здесь. Понятно, да? Еще раз. Вот эта ленточка заправляется вот сюда. А вот эта лента вот здесь вот проходит. Вот таким образом мы и вставляем вот так вот тут. Вот так раз. Теперь нужно подтянуть, чтобы у нас ролики все встали. Так, видно, не видно. Маленько подтягиваем. Так, эту штучку вставили. Теперь нужно поставить вот это вот на место, да? Так, вот это центральное у нас крутится. Вот смотрите, есть такой выступ. Вот этот выступ, чтобы у нас попал вот сюда. То есть нужно будет вот так совместить. Примерно вот так вот метимся. Вначале вливаем так, и совмещаем так выступ. И аккуратно все защелкиваем. Все дома. Все защелки. Все на месте. Вот еще раз, да? Все проверили. Все на месте. Так, крышку закрыли, все, улитку собрали. Теперь смотрите, вот у нас сейчас в крайнем положении, да? От одного крайнего положения до другого крайнего положения должно быть чуть больше 5 оборотов. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Чуть больше 5. Теперь при установке в автомобиль нам нужно среднее положение. То есть, если 5 оборотов из одного положения в другое, значит середина это 2,5 оборота. Отматываем назад 2,5 оборота. 1, 2 и половинку. При этом в этом окошке вот должен появиться оранжевый ролик желтый. Вот. И в таком положении мы вставляем в автомобиль. Вот эти клеммы должны быть наверху. Но сейчас при установке в автомобиле я покажу. Итак, перед установкой еще раз проверим. Обороты 1, 2, 3, 4, 5. Теперь отматываем 2,5 оборота в обратную сторону. 1, 2 и половинка. Вот оранжевое окошко у нас поймалось. Вернее, оранжевый ролик. Видно, нет?
Видно, да? Вот в таком положении теперь устанавливаем на свое место. Вот 3 защелки, помните? Просто его так вот вставляем и защелкаем. Все. Шлейф на месте. Соединяем все отсоединенные фишки и собираем в обратной последовательности. Только делаем все аккуратно, чтобы не повредить. После того, как все соберем, подключаем клеммы, аккумуляторы и проверяем. Так, назад вставляем кожухи, верхний, нижний. Аккуратненько все вставляем. Вставляем рулевое колесо на место. Вот, выравниваем окошко, вот оно. Аккуратненько продеваем. Пометочки совмещаем. До этого метку ставили. Аккуратно раз вставим. Все. Фиксируем гаечкой. Одеваем фишечки. В общем, все. Проблема устранена. Все работает. Я даже успел поездить один день. На мультируле работает. Давайте включим, чтобы не быть голословным. Все проверим. Покажу вам, что все работает. Вот идет тест. Заводим. Мультируль работает. Смотрите, громкость добавляем. Уменьшаем. Так, дисплей внутренний работает. Тут включается все. Температуру все показывает. Так, что еще? Ну, это само собой тоже переключается все. Круиз-контроль. Пожалуйста. Включили, выключили. Вот. До этого он не работал. 2,5 года ездил без круиз-контроля. Ну, в принципе, ничего страшного. Руль, пожалуйста, крутится. Все работает. Вот. Так что, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Если есть желание, можно практически все сделать. Ну, кроме того, что на что требуется специальное оборудование, там приборы какие-то. Вот. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые свежие ролики. Еще выпущу серию роликов, наверное, по ремонту. Вот присутствует небольшой стук в рулевой колонке. Рулевую рейку проверили, на диагностику я заезжал, там все отлично. Получается, что есть небольшой люфт где-то в рулевой колонке. Ну, я думаю, что это подшипник, может быть, стучит, или в шлицах. Вот скоро выпущу ролик тоже. Там, в принципе, ничего сложного нет. Нужно будет речку снять, ну и так далее. И что еще? Ну, еще тут ряд будет мероприятий по люку, по водостокам, по гидроподвеске. Все, всем пока. До встречи.